Друзья, всем привет! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. Сегодня 9 мая 2023 года. Я нахожусь в Киеве, на Борщеговке. И в конце видео вы поймете, почему я сегодня приехал именно сюда. Вообще у меня возникает такое впечатление, что жизнь в Киеве сейчас просто парадоксальна. С одной стороны, если посмотришь на улицы города, на парки, все идет как всегда. Просто обычная обстановка, весна, цветут деревья, листья везде уже вокруг. Уже даже довольно тепло, хотя мы все равно еще ходим в курточках, потому что температура плюс 12, плюс 13. Но по виду все нормально, все обычно, пробки на дорогах. Люди ходят по своим делам, а на самом деле, конечно, обстановка напряженная. Этот район считается одним из спальных районов, хотя, мне кажется, сейчас правильнее было бы называть бессонными районами все районы Киева, да и вообще всю Украину. Потому что парадокс состоит именно в том, что мы живем под постоянными обстрелами, под постоянными угрозами. Тем не менее, хочу вам показать сегодняшнюю атмосферу в Киеве. Сейчас иду по такой территории. Пятачок здесь такой разворотный круг. Вижу, даже люди поют песни в подземном переходе. Есть люди, которые побухивают с утра. Давайте послушаем, что поют. Сейчас поищу сейчас. Он еще гордый не закончил. Понял. Так, мой взнос. Вам доброго утра и хорошего дня. Послушаю песню. Я послушаю, что поет. О любви они выдумали новый жанр, попсовый мотив. И стихи всю жизнь получать гонорар. Я даже подпевал. Знаю эту песню. Друзья, здесь небольшой рыночек. Вот в чем весь парадокс состоит. Смотрите, друзья, буквально сегодня ночью летело на Киев 17 ракет. 17 ракет, друзья. Похер всем. Ну, я сейчас преувеличиваю, конечно. Все это очень трагично и печально. В общем, позбивали. 15 ракет сбили сегодня. 2 куда-то прилетело, но не в Киеве, по-моему. Так вот, позавчера ночью 35 шахедов прилетело на Киев. 35. Представьте, все их сбили. Слава богу, все сбили, но один все-таки попал. Осколками влетел в жилой дом. Так, сейчас я вам покажу. Это вот... это у нас трамвайные пути. Красивые трамвайчики здесь ходят. Я люблю ловить, когда трамвайчик проезжает, но в данный момент его здесь нет. Пройду через парк, покажу вам природу, покажу вам обстановку. Нужно продолжать жить. Вот брать пример с природы. Видите, природа, не обращая внимания ни на что, распускает листья на деревьях, цветет цветами своими. Птицы прилетают, поют, гнездятся. У животных то же самое происходит, все по плану. Нормально, только у людей немножко какой-то вывих, бзык. 2000 лет назад приходил Христос, рассказал нам, как правильно жить, а мы все равно не выучили. Мы все равно стреляем, убиваем. 10 заповедей нам до одного места. Не всем, конечно, не всем. Есть люди, которые все это соблюдают или, по крайней мере, стараются, живут мирно.
Но получается так, что когда начинается война, все равно все люди отгребают. И даже те, которые вообще ни сном, ни духом. В общем, не хочу я сейчас анализировать причины нынешней войны. Всем это уже просто очень хорошо понятно, известно. Несмотря на то, что, конечно же, с другой стороны идет совершенно выкривленная информация, неправильная. Но я ее сейчас анализировать не буду. Сегодня просто вот такое видео, где я иду по парку, где хочу вам показать парадокс нашей жизни сегодняшней. Вот церквушка в парке. Все занимаются своими делами. Там, кстати, я видел, когда проезжал, коммунальники стригут траву. Здесь вон трактор едет ихний. Собирают мусор. Давайте я, наверное, с этой стороны пройду, мимо детской площадки. Вот так. Видите, абсолютно мирная обстановка. Это я вам для картинки. Кто здесь может представлять угрозу для Москвы и для кремлевских обитателей, я не знаю. «9 мая», сегодня там парад на Красной площади. Я краем глаза посмотрел, думаю, боже мой, люди до сих пор во всем этом живут. Как хорошо, что совок развалился и все, его больше нету. Но там он есть. Почему людям не жить сегодняшним днем, настоящим моментом, счастьем? Они пытаются восстановить какую-то империю зла. Видите, какой здесь парк. Рядом дома. Жилые, красивые дома. Может, не настолько красивые, как хотелось бы. Но достаточно новые. Это все построено где-то в 2008 году. То есть, сколько это получается? 14-15 лет назад здесь начали строить вот этот вот микрорайон. Что, заяц? Тут надо прогуливаться неспешно, кормить голубей. Видите, вот им кто-то набросал здесь чего-то, они тут едят. Так, ну ладно, что ж, пришло время показать, почему я сюда пришел. Друзья, видите этот дом впереди? И посмотрите, на какой это этаж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этаж. Сейчас я немножко приближу. Вот. Это квартира, в которую влетел сбитый дрон 8 мая ночью. Есть, кстати, видео, как по нем стреляли, как его сбили. Я вам здесь поставлю. Но чуть позже поставлю. А пока давайте посмотрим, что происходит. Обычный жилой дом. И, кстати, в нем продаются квартиры. Я вот специально, прежде чем сюда ехать, посмотрел, что здесь продается и почем. И тоже вам сейчас покажу. Сначала мы внимательно посмотрим, что происходит, а потом узнаем, почем здесь квартиры. Это один из парадоксов нашей жизни. Ну что, устраняют последствия. Так, насколько я знаю, никто не погиб. 5 человек получили ранения. Но вот эта вот формулировка «никто не погиб» — это не значит, что все хорошо. Получили ранения — это ужасно. Ранения могут быть, ну, скажем, человека не убить, но они могут покалечить его на всю жизнь. Это, я не знаю, в какой-то степени ранения могут быть ужаснее, чем смерть. Такое тоже бывает, особенно инвалидность. Поэтому, когда говорят, 5 человек увезли в больницу с повреждениями, с телесными повреждениями и ранениями, это просто кошмарная информация для меня. Вот пожарная машина, там люди разгребают уже. Ну, понятное дело, уже часть работы сделана. Тут было много мусора. И, говорят, внизу была сгоревшая машина и много побитых машин. Просто побитых. Вот еще аварийная машина стоит. Ну что, давайте посмотрим видео, как ночью стреляли по дронам.
Прямо в этом доме, который поврежден, продается большая двухуровневая квартира, трехкомнатная, 174 квадратных метра, и 175 тысяч долларов за нее просят. И что любопытно, что сегодня было обновлено это объявление. То есть люди уже после того, как знали, что в их дом было попадание вот шахеда, они, наверное, преисполнились решимости все-таки продать квартиру. Я так понимаю, она находится где-то повыше над этой квартирой. И в ней нету ремонта при этом. Там есть фотографии, что она без ремонта. Ну, а вообще, если посмотреть, что вообще в этом районе продается по соседству, то, например, вот двухкомнатная квартира в соседнем доме, вот, по-моему, в этом, который тоже такой же точно, выглядит точно так же, продается в нем квартира двухкомнатная за 85 тысяч долларов. 82 метра квадратных в этой квартире. Ну вот что примечательно, что квадратный метр жилплощади здесь стоит около 1000 долларов. Это уже с ремонтом. Получается 1043 доллара за квадратный метр. А в этой квартире 1006 доллара, которая без ремонта была, двухуровневая. Прямо в этом доме. Вот выше над теми квартирами, которые пострадали. Здесь, кстати, не одна квартира пострадала. Здесь, получается, думаю, минимум 3 квартиры сильно пострадали. 2 точно очень сильно, а 3 ниже, вроде как стекла целые у нее. Так, ну что мы еще можем здесь посмотреть? Однокомнатную квартиру интересно посмотреть, сколько. Вот еще есть двухкомнатная квартира, за нее просят 100 тысяч, видимо, там ремонт получше. Это опять же все в этих домах. Так, 180 тысяч, это по соседству дом, это трехкомнатная квартира. 120 тысяч, это вот, видимо, в этом доме. 120 тысяч трехкомнатная квартира стоит. Ну и однокомнатная, вот я нашел все-таки 88 тысяч просят за нее. И опять же, объявление написано: обновлено сегодня ночью. То есть люди давно уже продают. С лета 22 года они выставили объявление, хотят продать свою квартиру, а до сих пор не продали. И этой ночью они обновили объявление с надеждой продать. Так что, друзья, у кого возникло желание здесь купить, это, конечно, звучит как сарказм, но в том и парадокс нашей сегодняшней жизни. При этом я знаю, что сделки совершаются, и люди продают и покупают. Забыл сказать, люди уцелели в этой квартире, куда прилетел дрон «Шахед». Они уцелели только благодаря тому, что во время тревоги ушли вглубь квартиры и сидели где-то там за 2 стенами, то есть соблюдали правила безопасности. А так бы, если бы они были в комнате, их бы уже не было в живых. И кроме того, что прилетел тогда «Шахед» сюда, в этот дом, в этом районе, еще в 2 районах тоже были падения шахедов в ту ночь. А сегодня тоже попадали ракеты сбитые. Одна из них упала в Бучанском районе, повредила дом частный. Ну, в общем, у нас постоянные такие вот разрушения, благодаря тому, что стараются наши недружелюбные соседи. Все, друзья, я верю в то, что война вскоре закончится победой Украины, и этот кошмар нам покажется просто сном. Мы будем вам показывать красивые районы, будем ездить на море, рассказывать о счастливой жизни людей, о всяких веселых и прикольных событиях. И в конце этого видео хочу поблагодарить всех за то, что смотрите, досматриваете наши видео до конца. Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам финансово.
У нас уже 6 спонсоров на канале. Я имею в виду постоянных спонсоров. И еще много людей, которые нам время от времени подбрасывают деньги. Это нам помогает жить и дает возможность снимать видео чаще. Друзья, всем желаю мира, добра. Будьте счастливы, пребывайте в положительном состоянии, потому что если вы будете все время пребывать в депрессии, то это пошатнет ваше здоровье. И сейчас напоследок хочу показать вам панораму Борщеговской центральной дороги. И, возможно, словлю для вас красивый вагончик трамвайный, который будет ехать здесь.